Мы сейчас находимся в Уишань. Сейчас самый активный период сбора и производства утесных улунов. Мы находимся в территории, которая непосредственно прилегает к Джиньянде территории оригинального произрастания утесных улунов. Вот это так называемый полуутесный улун, как сейчас термин используют. Хотя многие продавцы и даже, в общем-то, владельцы, например, этого производства, не стесняясь, говорят, что улуны утесные. Но на самом деле это не так важно, потому что важна цена, важно качество чая. В общем-то, если это все в порядке, то, в общем-то, как его там называют, не так важно. Сейчас только что уже пронесли основную часть собранного за сегодня чая. Сегодня будет прийти производство. Вот эти сделали одну партию мауча, которая в дальнейшем будет еще проходить хунбэй, то есть прошла пока только обжарка, вот, сминание, сушка, вот, а хунбэя еще не было. Вот, а сегодня эту же стадию будет проходить это сырье. А сейчас мы немного прогуляемся по чайным полям, по чайному саду этого завода. Улуны очень часто собирают машинным образом. Сейчас не машинным образом собирается очень малое количество чая, в основном такого же очень высокосортного. Вот, но это на самом деле уже распространенная абсолютно история. Поэтому остаются такие очень большие черенки. Сырье выглядит внешне очень разнородным, но так как впоследствии обязательно происходит ручная сортировка, отбивание черенков, то, в общем-то, в идеале финальный флеш уже выглядит очень даже неплохо. Конкретно вот этот сорт называется Дангуй, или также 303. Такое название у него чисто агрикультурное, скажем, профессиональное, номер 303. Ну, аналогичный, как, например, номер 204. Номер 204 это, значит, у нас Дингуанинь. И другие тоже сорта, многие имеют номер. Здесь уже гораздо лучше видно, какое именно сырье попадает в первичную обработку. Вот, обычно видно, что здесь местами даже палки, потому что подрезка происходит машинным образом. То есть у этого сырья, готового чая, после полной обработки еще меньше, чем у многих других сортов. Именно за счет такого вот более грубого сбора и большого количества браковки. Сейчас тебе косынку сделать. Уишань один из таких очень заметных видов приложения человеческих усилий, это таскать такие огромные мешки на себе. Вот. Часто на территории Джиньяна, на утесной территории, там носят красивых этих корзинах с коромыслами. Здесь часто носят это все дело в мешках. Вот так вот происходит сейчас большинство сбора чая в Уишань. И надо сказать, что больше 90% именно такого чая сейчас делается. То есть машинный сбор так вот быстро проходит, примерно с той же скоростью, что я сейчас иду. 3 рабочих, один держит мешок, 2 держат такую косилку. На этой плантации уже чай собран, это последний буквально, последнюю, значит, они полосу проходят. И, в общем-то, все, да. То есть на сегодня уже сбор завершен. Некоторые производители стесняются этих самых косилок. Они говорят, давай мы сейчас тут, может быть, покажем, как же там ручками, значит, собираем, или покажем там еще что-то такое, что как бы не будет выглядеть как вот машинный сбор, машинное производство и так далее. Но на самом деле, что этого стесняться, это уже реальность. Так действительно собирают чай в большинстве случаев. Разве что, может быть, когда-нибудь мы увидим что-нибудь более экологичное, как, например, мы видели как-то в Мэйчжоу, по-моему, да, где такие же косилки, только они поменьше, и там они работают, значит, на электромоторе, без бензина. Вот, и, как бы, в общем-то, более так это, по крайней мере, хотя бы нету шума такого в горах, хотя так тихо все идет. Сырье получается довольно грубое, но за счет того, что упрощенный способ сбора сильно очень компенсируется сложным и таким, скажем так, весьма непростым производственным процессом. В финальной стадии, особенно хунбэй, это все равно используется традиционная технология сушки, используется уголь натуральный, используется все необходимое для того, чтобы чай получил этот настоящий аромат, настоящий вкус.
На самом деле я уже говорил как-то об этом, но я очень вот не люблю все эти супер, знаете, рекламные картинки. Это распространено, кстати, очень часто среди рекламных роликов производителей чая, где там, знаете, там на замедленных кадрах, как они, значит, вручную там делают яоцинь, значит, стряхивают. Мы, кстати, тоже такой ролик снимали, вот, но мы снимали его не поддельно, мы снимали именно действительно, что так делают чай, но так делать чай очень мало, и чай очень недешевый. Вот, как правило, это чай не массового сектора ни разу. Вот. Но часто, что самое обидное, ладно, когда есть компании, которые занимаются эксклюзивом, такие ролики делают, но что самое обидное, неприятно, очень часто такие ролики снимают компании, которые занимаются массовым продуктом. Они, значит, берут, значит, девочек в красивых кафтанах, значит, отводят их куда-нибудь на плантацию, которая никакого отношения не имеет к таким плантациям, каким-то там дикорастущие кусты где-нибудь там в утесах, в утесных территориях, они там вручную собирают эти флеши, складывают все это в аккуратненькие такие бамбуковые корзиночки, только что с витрины, которые сняли. Все это, значит, потом ведется на заводик, такой весь такой аккуратненький, весь такой прям чистый, стерильный, где они там все на подносиках прям раскладывают, и ничего, ни один листик на пол не упадет. И прям вот так вот они все и прям вручную прям встряхивают, и прям вот потом вручную они прям все жарят, и никакой машины там ни одной нету. Да и сминают они тоже вручную, никаких станков для жевания вообще там даже в помине нет. Ненавижу. Вот, это все не настоящее, это все какой-то такой выгляд, такой, знаете, такой театральный фейк. Но и не от обратного очень часто идет такая история. Там в Китае все заливают там тоннами пестицидов, в Китае там все подделки, все всех обманывают. И вот часто именно такое мнение, оно формируется из-за того, что все видят такую вот неправильный, обманный, да, такой фейковый интерьер или какую-то там рекламу, которая не соответствует действительности, а потом сталкиваются с реальностью, понимаешь, что ого, ничего себе. Мы этим не занимаемся, я показываю все, как оно есть, да, оно такое, но как бы вот просто не нужно к этому относиться, что ох, надо же, какой кошмар. Сбор хороший, производство хорошее, значит, цена адекватная. Это то, что должно волновать человека, который любит чай. Безусловно, может волновать еще другие вещи, может волновать более тонкие аспекты чайной церемонии, могут волновать, скажем так, способы заваривания. Не надо этого очарования тем, чего нет на самом деле, и не надо каких-то таких вот фантазий, и тогда не будет зачарованности ни в чем. А сейчас мы возьмем еще интервью у Ярослава, который не был в Вуишань 6 лет, по-моему, да, Ярослав, ты не был в Вуишане? Почти 6 лет. Это ужасное место в Китае. Вот, у нас Ярослав что-то сгрустнул в кустах тут. Скажи, что тут не так? Что вообще в Вуишане не так? Скажи, пожалуйста. Слишком жарко. Температура больше, чем в Африке. На самом деле, надо сказать, что, конечно же, сейчас еще только начало мая. Сегодня у нас даже не май, сегодня еще 30 апреля. Вот, жара стоит так уже под тридцатник. Что-то творится летом. Лучше даже не пробовать, если оказывается летом. Лучше сидеть под кондиционером где-нибудь дома и не вылазить. Слав что-то подустал сегодня уже. Но ничего, мы справимся, да? Мы же чай-то будем делать, Ярик? Собирать, и я буду где-нибудь похолоднее. Собирать будем где-нибудь похолоднее. Поэтому поедем, наверное, скоро куда-нибудь туда, где похолоднее, и там чай пособираем. В Москву, например, Ярик. Будем в Москве чай собирать? В Москве не растет. В Москве не растет, мы посадим. Ярик, что тебе тут? Пригрело тебя? Да, хочу пойти в лес и там построить какой-то шалаш, еще больше того. Вот. Все, мы пошли в какой-нибудь лес строить шалаш, еще больше того. С нами был Ярослав. В Вуишане очень жарко, вот, поэтому пойдем чай попьем, что действительно тут жарковато. Сейчас мы находимся на заводе, который занимается производством красного чая, специализируется на красном чае. Так как сегодня уже 30 апреля, то весь красный чай уже сделан, то есть он уже весь готов. Буквально вот последний был доделан только вот на прошлой неделе. Мы сейчас дегустируем сразу 7 сортов. Вот, чай уже мне очень понравился. Тут на самом деле производитель 2 сразу. Но я договорился с тем, что взял с собой пробнички еще с другого завода, и мы все вместе пьем в одном месте. Тут толерантно к этому в целом относятся. Ну, не все, но часто толерантно. Вот. 3 сорта, которые у нас уже были, это вот Сяоджун, значит, который я уже вот высыпал, Сяоджун Б, как так и называем, как мы его здесь именуем. Потом 511 Сяоджун, вот. Джинджунь Мэй, которого раньше не было у нас именно такого. И еще 3 новых сорта.
один из которых, кстати, весьма интересный. Вот этот вот, он сделан из сорта Майджань, то есть это сорт улуна, но из него сделан красный чай. Вот. Кроме того, еще тунь-мышанский дзиньчжэньмэй, вот, средней категории, и еча, так называемый, то есть дикорастущий красный. Вот, то есть целых 7 сортов. Еще, собственно, вот Янсюнь Сяожун, только вот я его слил, причем он очень мощный, и вот прям в этом году прям конкретно такой копченый аромат, мне кажется, он набрал еще мощи, потому что это прошлогодний урожай, но такой чай, как говорится, юэла юэхао, чем дольше он лежит, тем он лучше. Чем более плотная ферментация, тем больше огня в чае, тем при хранении он становится только лучше. Конкретно здесь пример прям очень яркий, вот, то есть прям и аромат, и вкус сейчас попробую тоже, чтобы уж говорить сразу. Да, и вкус тоже. Вот. Прям то, что надо. Собственно, сейчас продегустируем чаечки, выберем несколько красных. Я думаю, может быть, даже все выберем, потому что тут уже был предварительный отбор произведен из гораздо большего количества пробников. И опираясь на мои прошлые заказы, ребята уже знают, что я люблю. Вот. И опираясь просто на мой вкус, уже было подобрано что-то такое, что точно не должно мне однозначно не понравиться, чтобы не тратить зря время ни их, ни мое. Вот, поэтому чай здесь уже, скажем так, проверенный, и это люди, с которыми мы уже работаем. Дегустировать чай в таких местах приятно. Самое сложное, это когда ты приходишь куда-то совсем в первый раз, и начинается вот эта история. Сначала ты там час объясняешь, что это такое, зачем, потом еще один час ты объясняешь, что с ценой тоже надо поиграть, потом еще там какое-то время начинаешь объяснять, что ты вроде бы в чай тоже разбираешься немного, и не надо тебе совсем дурацкий чай заваривать. Не всегда так происходит, но часто. С какими-то людьми, которые с тобой уже знакомы, конечно, в чем-то проще. Вот. Главное, чтобы эти люди были действительно, ну скажем так, достойные. Мы пьем сразу 7 очень хороших красных чаев, все из которых, скорее всего, в нашей коллекции появятся. Ну, собственно, обновятся те, которые уже были, и появятся новые. Что такого, где отстой? Мы уже несколько часов на заводе, а сборщики все идут. Вот, то есть очень большой здесь объем, конечно, сбора сырья свежего. На самом деле, конкретно вот эти вот ребята, они владельцы именно плантации. Вот, и поэтому они продают и свежий лист, и маучу, и вообще, то есть и сами какой-то чай даже делают хунбэй. Но они все сырье не успевают перерабатывать, как я уже говорил. У них еще есть второй завод, оказывается, первый раз, когда я смотрел, вот они не продавали сырье, а это они как бы отвозили на другое производство, что здесь не хватает мощностей все сырье переработать. Ну а сейчас тут целый грузовик, они вот загрузили на продажу. Приехал, значит, владелец другого завода, Лаобань, и, значит, такой, типа, так, ну-ка, сколько тут у вас чего есть? Сейчас они тут взвешивают, ему отгружают, он полный грузовик, ему машину, значит, свежего листа отдают. Вот так вот выглядит машина для встряхивания, для яосиня. Одна из таких важных стадий в производстве улуна, которая, кстати, отличает улун вообще от других чаев, потому что яосинь именно такой вот, в таком виде есть только у улунов. Вот. Это, в принципе, такая очень распространенная уезжань машина. Практически на каждом заводе встряхивание происходит именно так. Встряхивание – это вторая стадия после выедяу, после того, как чай полежит немного, из него выйдет первичная влага. Происходит оно с одновременным прогреванием, то есть тут стоят такие вентиляторы мощные, которые прогоняют горячий воздух от горящего угля. Уголь, кстати, из натурального бамбука.
То есть тут написано в упаковке высокосортный бамбуковый уголь. Вот, собственно, высокосортный бамбуковый уголь такой подает большой жар внутрь этой, значит, бобины большой, которая потом закрывается и начинает крутиться. Вот. После встряхивания идет уже обжарка. После обжарки идет сминание, и после сминания идет сушка. После сушки уже получается мауча. Сейчас мы посмотрим, как выглядит мауча. Сзади меня, собственно, котел для обжарки. Сейчас он не работает, потому что первая партия сырья была уже сделана. Сейчас сначала будет идти яутини, только после этого уже остальные стадии. Ну, а здесь как раз лежит вот эта куча первой партии сырья. Надо сказать, что столько же было свежего листа, если такая большая куча уже готового полуфабриката получилась. В общем-то, вот так выглядит все производство. Здесь оно очень небольшое. Производство конкретно делает баншимпин, то есть полуфабрикат непосредственно. То есть она делает маучу. Ну, а мауча, вот она выглядит именно так. Здесь, как я уже говорил, около 30-40% черенков. В результате готового чая, особенно еще и после хунбэя, станет значительно меньше. Вот запустили машины яутинь, крутятся они с вот такой скоростью. Вот, какое-то время давали прогреть сырье, хотя они какое-то время стали открыты, прогоняли просто горячий воздух. Вот, сейчас вот есть эти вот отверстия, видно, что через них идет такой небольшой поток воздуха. То есть там довольно мощный такой стоит вентилятор, мотор, который гонит горячий воздух. И чем дальше от угля, тем он прохладнее. Да, здесь он такой же потеплее. А здесь он прохладнее. Крутится такой небольшой скоростью. Вот, а имитируется движение, которое делали в древности, когда вручную встряхивали. Вот, вы это видели, может быть, на старых наших видео. Там, значит, берется поднос и на бамбуковом подносе вот так вот встряхивается, значит, чай. То есть это тоже длительная процедура, но она одна из самых сложных на самом деле. И поэтому делать ее вручную, это, конечно, очень большая работа. Но, кстати, вот забравшись на холмик, я понимаю, и на самом деле, может, даже это отчасти оправдано, почему производители именно этого чая называют его уже утесным. Вон утес, вон утес, вон утес, вон утес, и там, собственно, вот у нас сзади вся утесная территория замечательная и начинается. Вот, поэтому, по сути, мы находимся внутри утесной территории, просто здесь непосредственно вот здесь нет утесов. Вот, поэтому, по сути, этот чай хоть... Ну, как бы совсем честно можно быть полутесным, но по-хорошему это утесный улун. Просто это не самая высокая категория. Этот чай не находится непосредственно вот в, скажем так, распадке между двумя утесами. Идеальное место расположения утесного улуна. Вот, и поэтому как бы вот так, немного, скажем так, не самое идеальное место. Но все-таки это Уишань, это, в общем-то, непосредственно рядом, это не какой-нибудь там Диньян или где-то там вообще за 50 километров, а то и часто бывает чай оттуда тоже называют, вот тут у нас уишаньские улуны. Вот, нет, тут ничего подобного, все-таки это внутри утесной территории, поэтому чай, в общем-то, можно назвать утесным.